Вы на канале «Просто вкусно соленый». Предлагаю приготовить драники с яйцом и мукой. Это очень просто и вкусно. На канале вы найдете и другой рецепт приготовления драников. Выберите тот, который вам больше нравится, и готовьте. Для этого рецепта драников мы возьмем килограмм картофеля, 2 столовые ложки муки, луковицу 1-2, 1 яйцо, соль и подсолнечное масло. Опять же, натираем картофель на мелкой терке, такой, где такие вот мелкие дырочки, как будто бы от гвоздиков. Этот рецепт является экономным, потому что мы никакого сока с картофеля сливать не будем, а наоборот еще и муку добавим. И в таком случае драников получится где-то процентов на 20 больше. Тоже вот остается немного, я до конца не дочищаю, чтобы беречь ногти и пальцы. И вам тоже предлагаю. Можно натирать и на кухонном комбайне. Также я пробовала несколько раз этот рецепт, когда картофель натираешь на более крупной терке. Вот, например, как мы любим натирать свеклу на такой, но мне не понравилось. Драники уже получаются не такими нежными. Вы знаете, очень много зависит от самого картофеля. Поэтому вот мы натрем, приготовим всю смесь и посмотрим. Если у нас будет сильно жидкое, то будем добавлять еще ложку муки. Смотря какой картофель, сильно водянистый или нет. Бывает сильно с крахмалом. Это самый лучший вариант для драников, чтобы было побольше крахмала. Ну вот смотрите, я уже где-то треть картошки натерла, и он начинает немного темнеть, видите? Поэтому я беру луковицу, у меня такая огромная луковица, вот. А у вас это может быть 2-3 луковицы. Вообще лук такое дело по вкусу, кто-то любит побольше. Смотрите, как светлеет сразу картофель при взаимодействии с луком. Размешали, и уже картофель там не будет больше темнеть. Он уже вступил в реакцию с луком. Посмотрите, видите? И уже опять у нас светленькое все. Мы приготовим сейчас 2 варианта драников и сравним. Я вам расскажу мое мнение, а вы можете в комментариях написать ваше. Какой вам больше способ приготовления драников понравился. И если вы торопитесь, то вы можете один вариант использовать кухонный комбайн, второй вариант более крупную терку, тогда вы приготовите это в 2 раза быстрее. Смотрите, опять начинает темнеть, видите? Вот здесь. Добавляем лук, натираем вторую половину. Я когда натираю лук или картофель, когда уже вот у меня он стирается, я подвигаю руки все время немного назад. Перемешиваем. Жидкая получается смесь. Мы отсюда ничего не выливаем, ничего не выбрасываем. Мы сейчас будем сюда все добавлять. Где-то пол чайной ложки соли, можно меньше. 1 яйцо. Слегка перемешиваем, сильно не надо. 2 столовые ложки, такие с вершком, муки. Вот немного осталось, мы будем смотреть. Если будет сильно жидко, добавим еще. Ну вот я размешала, и как-то сильно жидко. До конца досыплю. 2,5-3 столовые ложки муки пошло на килограмм картофеля. Вы видите, какая получилась консистенция? Она более жидкая, чем в первом варианте, там, где были драники. Вот, размешали, и тут же будем жарить драники, потому что иначе начнет потихоньку темнеть. Разогреваем сковородку. Ну вот, мы смотрим, появляется золотистая корочка, значит, уже можно переворачивать. Жарим мы на достаточно большом огне, обжариваем с 2 сторон, в достаточно большом количестве масла. Посмотрите, видите, сколько здесь масла? Опять же, вы можете просто их выкладывать, а можно и
на бумажное полотенце. Я вам это и предлагаю, в принципе. Зачем вам лишнее масло? Зачем вам лишние калории? Нам надо вкусные картофельные оладки покушать. Ну вот, уже можно перекладывать на бумажное полотенце. Хотите хрустящую корочку, добавляйте побольше масла. Если у вас здесь осталось мало масла, то можно еще подлить. В принципе, лучше подливать каждый раз перед новой порцией. Опять перемешиваем снизу вверх, потому что там внизу у нас осел крахмал. Смотрите, когда я выкладываю, я не прижимаю. И стараюсь, чтобы они не растекались. Здесь более жидкое тесто. Смотрите, как я делаю. Положила, выкладываю и как будто бы к центру немножко так подгибаю, чтобы оно не тянулось длинным. Вот выкладывала и выкладываю, раз, и к центру ложечку возвращаю. И он тогда лучше держит форму. В принципе, сюда тоже можно добавить черный перец. Можно добавить еще ложку-две сметаны. Тоже интересно будет. Но тогда уже добавляйте ложек 6 муки. И это уже получится совсем не драники. Это уже будут как картофельные такие оладки. Корочка появилась золотистая. Переворачиваем. Переворачиваем. Жарим с двух сторон достаточно быстро. Вот так лопаткой подбираем, а вилочкой придерживаем. Тогда удобно перевернуть, и брызг по всей сковородке не будет. Зачем нам лишние брызги на кухне? Нам же самим придется потом все это убирать. Нет, так не надо. Ну вот, можно снимать уже. Жарим драники по 1 минуте с обеих сторон. Они отлично держат форму и не рвутся. Опять перемешиваем снизу вверх. У меня получилось 4 сковороды по 6 драников в каждой. Вот сколько драников получилось. Это уже второй вариант вместе с яйцом и мукой. Вот мы с вами приготовили 2 варианта драников. Давайте сравним. Как вы думаете, где какой вариант? Это вариант драники без муки и без яиц, когда мы сливали лишний сок. Это вариант, когда мы ничего не сливали, а еще добавляли муку и яйцо. Вы видите, здесь вышло больше драников. Давайте сравним по вкусу. Это драник-драник, прямо такой классический вариант. Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть такой вариант приготовления классических драников из картошки. Их готовят без яйца и без муки. Вот такие плотные они получаются, драники толстые и очень сытные, с нежной хрустящей корочкой. Идеальный вариант, когда дома только картошка, а гости на пороге. Такие драники понравятся всем. Чувствуется лук, чувствуется картофель. И такой вкус немного как будто бы напоминает запеченный картофель в духовке. То есть очень-очень картофельный вкус. Теперь попробуем такой драник. Видите, он даже как-то немного светлее выглядит. Тоже достаточно хорошо держит форму, но уже он более плоский все-таки. Видите, какого он цвета внутри? Тает во рту. Корочка хрустит. Лук очень чувствуется. Даже немножко яйцо чувствуется. Мука не чувствуется вообще. Но мы ее здесь много не добавляли. Этот более желтенький, более светленький, но он с яйцом и с мукой. Этот более темный. Посмотрите, какой он толстенький, какой он крепенький. Он по вкусу очень картофельный, как печеная картошка. Оба рецепта приготовления драников вы найдете на моем канале. Это блюдо очень сытное и очень вкусное. А еще оно очень экономичное и всем доступное, простое в приготовлении. Теперь вы знаете оба рецепта приготовления драников. Кушайте их еще горячими, вкуснее прямо со сковородки. Кушать вкуснее всего со сметанкой. Когда вы берете просто драник вот так рукой, макаете его в сметану и кушаете. В первом рецепте, там, где без яйца и без муки, они немного потемнели. Вы заметили? Они были более плотные, но потемнели. А которые были с яйцом и с мукой, они остались светленькие. И они были такие больше яично-нежного вкуса. Поэтому какой вариант лучше, решать только вам.
Напишите мне в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я буду снимать для вас новые видео. Приятного аппетита!